Так, начинаем новый стрим. Начинаем, как обычно, с проверки, что да как работает. Работает. Так, вопрос такой, что-нибудь там просто взять и написать в чате под видео. Опять же, если не слышно, не видно или еще что-нибудь тому подобное. Точно так же пишем просто под видео. Ну а тем временем напоминаю, что как только перейдем к вопросам от донатеров, начнется розыгрыш. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно будет сначала подписаться, потом поставить лайк и потом сделать расшаривать. Без разницы, где и что вы будете расшаривать, вернее, что-то понятно. Сегодняшний стрим. А будет это ВК, ВК Плей, YouTube. Ну, на Бусти, я думаю, вряд ли кто будет такое делать. И все, через полчаса розыгрыш закончится, и победитель, если он будет, получит общее число всех лайков на свой аккаунт, с которого это все расшарит. Все просто, понятно, легко. Ну а сегодняшней темой для затравки будет донос. Донос как российской реальности. Прошлый стрим должен был выйти в понедельник, но в понедельник по ряду причин стрим не вышел. Ничего особенно страшного такого не было, но просто не захотелось. Не захотелось, во-первых, а во-вторых, вопросов от вас. Был один вопрос, но из одного вопроса проводить стрим совсем не то. Поэтому перенес тот вопрос на сегодня. А в понедельник стрима просто не было. Теперь будет сегодня и чуть-чуть подлиннее. Ну, вернемся к основной теме доноса. Сейчас телеграм-сообщество делится на два лагеря. Делят друг другу на тех, кто нормальные русские. Есть просто русские, есть южно-русские, есть еще какие-то русские.
И вот каждая из сторон пытается доказать, что они на самом деле настоящие русские. Ну, не будем им мешать, пускай развлекаются как могут. Но один из южно-русского сообщества возмутился то, что в то время, когда южно-русские работали, строили и все остальное делали, обычные русские писали на них доносы. Якобы на территории Украины доносы — это что-то настолько редкое, что про это никто даже не понимает, не знает. А у нас якобы сделаны специальные страницы, специальные сайты, где мы можем написать донос на любого человека, включая даже аноним. Такие страницы есть на самом деле. На сайте Следственного комитета вы можете написать заявление в Следственный комитет, на сайте ФСБ заявление ФСБ, на сайте МВД, прокуратуры, в прокуратуру. Но есть маленькое но. Что считать доносом, а что не считать тем самым доносом. Вот представим такую ситуацию. Вы увидели, что совершается преступление. Без разницы. Кто-то что-то украл, кто-то что-то отобрал, кто-то что-то начал химичить, чтобы потом получить какое-то вознаграждение. Ваши действия. Проводить самостоятельно какое-то расследование вы не можете. Во-первых, ума не хватит, во-вторых, зачем? Просто промолчать? Просто промолчать можете. Но если потом вскроется, что вы знали, но не сообщили, то вы пойдете как соучастник. Тоже не очень хороший вариант. Ну и, например, как просто законопослушный гражданин перейти на страницу Яндекса, ввести в строке поиска заявление и куда вы там его хотите написать: ФСБ, МВД, прокуратура, Следственный комитет, еще какая-нибудь контора. Потом нажать на верхнюю ссылку и просто-напросто написать. То есть сообщить о либо совершенном преступлении, либо о готовящемся преступлении. Никаких плюшек за это вы не получите. Но с другой стороны, сделайте то, что прописано в куче законов и все остальное прочее. Является ли это доносом? С точки зрения южно-русского сообщества, да, является. Но если разбираться, кто такие эти южно-русские товарищи и почему они не знают, что такое донос, как его писать и все остальное и прочее, то становится немножко смешно, когда погуглить. Если взять, например, какую-нибудь подборку просто проукраинских телеграм-каналов, то вы найдете каждый день как минимум 10-15 сообщений про то, что какой-то товарищ докопался до какого-то другого товарища, потому что тот разговаривал на русском, тот слушал русские песни, тот что-то еще делал такое, что
по мнению первого персонажа, было несовместимо с жителем Украины. И, соответственно, особо одаренные, у кого не разрядился телефон, прыгают, скачут, матерятся с этим телефоном вокруг данного персонажа. Ну а те, кто постарше, идут и пишут заявление в СБУ. И почему-то это не считается доносом. Это все напоминает один, не то чтобы анекдот, но что-то вроде того. У одного товарища спрашивают, что такое плохо. Ну, плохо — это когда сосед сломал мне забор, украл корову, свиней и увел жену. А что такое хорошо? Ну, хорошо — это когда я сломал у соседа забор и увел корову, жену и свиней. То есть, получается, по южно-русскому пониманию, если мы пишем, то это не донос, а если на нас пишут, то это донос. Ну, а если посмотреть более подробно любые новости, нет какой-либо национальности, нации, страны, еще чего-нибудь, где они знали, что такое донос. Все пишут. Все писали, и все будут писать. Потому что это просто. А чем дальше, тем будет становиться еще проще. Ну а тем временем моя тема закончилась, и переходим к вопросу. Обратный отсчет пошел, розыгрыш начался. Как всегда говорю, на эту штуку внимания не обращаем. Сейчас она исчезнет. Ну а первым вопросом это запрет на списание денег с удаленной карты. Каждый раз, когда поступают такие вопросы, я напоминаю, что если вы присылаете какой-то вопрос, очень даже вам понятный, то приделайте туда какую-нибудь ссылку, чтобы я тоже мог понять, про что вы говорите. Иногда это затруднительно. Но нашел один новостной ресурс, в котором рассказывали про то, что, ну, не знаю, очередной замес в Госдуме, где они пытаются убрать мелкие буковки из различных договоров и ругань в сторону Вайлдберриса. Так, например, если вы сделали платеж какой-нибудь картой, потом эту карту удалили из своего личного кабинета, и в следующий раз будете платить какой-нибудь другой картой, ну, например, на ней не хватит какой-нибудь суммы, то недостающая сумма спишется с первой карты.
И люди возмущены, потому что первые карты, как правило, оказываются кредитные, еще какой-нибудь, в который деньги лучше не списывать. В таких случаях я рекомендую людям просто-напросто зайти, например, на Юмани, которые раньше были Яндекс Деньгами, или на сайт Киви, и сделать себе карту. Хотите, сделайте пластиковую за 300-400 рублей. Хотите, сделайте себе виртуальную. Все зависит от того, где вы хотите тратить деньги. В магазинах, которые на улице, делайте пластиковую. Покупать где-нибудь в интернетах достаточно будет и виртуально. И все. Совершили покупку, карту удалили. Не из личного кабинета, где вы совершали эту покупку, а именно сделали в Яндекс, удаляем в Яндекс. Сделали в Киеве, удаляем из Киева. И все. И когда это заведение попробует списать деньги с этой самой карты, то будет небольшой облом, потому что этой карты с таким номером уже не будет существовать. Все легко, просто. Достаточно просто немножко понажимать кнопки. Ну, если заказали пластиковую карту, свою пластиковую карту от Юмани, я, наверное, неделю ждал, пока ее отправят из Москвы ко мне. Пришла, зашел на сайт, активировал и буду пользоваться еще года 2. Потом заплачу еще 300 рублей, и будет еще одна карта еще на 5 лет. Пластиковая, обычная карта, которая принимается как в интернете, так и в любых офлайновых магазинах. Следующая новость. Тоже можно было бы снабдить ссылкой, но потом эта шумиха разыгралась и нашел. Таджик, студент ментовской школы, убил подростка. Правильно было бы сказать группа жителей, бывших жителей Таджикистана в городе Челябинске, 2 из которых учились в правоохранительном колледже на специальность правоохранитель. Сначала избили школьника 11 класс, потом один из этой группы ударил его ножом, и школьник до приезда скорой умер. Специально за темой не следил, но 5 из этой группы уже задержали. Ну и, соответственно, начинает потихоньку-полегоньку сдавать всех остальных, потому что брать убийство на себя никто из них не хочет. Самое интересное во всей этой истории. Выяснилось, что 2 будущих полицейских не понимают русского языка. Да, они сдали экзамены на знание русского языка успешно, поступили в колледж успешно, учатся в нем успешно, но не могут говорить на русском языке и не понимают русского языка. Не знаю, правда или неправда, но поступила информация о том, что из Москвы в Челябинск приехала делегация следователей, которые начали шуметь по этому вопросу, проверять, и куча разных чиновников заболела, ушло в отставку, уехала в отпуск.
Тем временем, еще, если мне не изменяет память, в апреле месяце глава Следственного комитета Бастрыкин заявлял, что да, он согласен, то, что нам нужны приезжие гастарбайтеры с территории бывшего СССР. Но нужно сделать одно, сделать другое, сделать третье и поставить их под контроль, который на данный момент, если присутствует, то чисто просто так на бумажке. Все, наверное, видели видео, в котором у одного такого жителя спрашивают, а помнит ли он фамилию генерала, который принял участие в Великой Отечественной войне. И тот, конечно, да, все, вот, и тыкает пальцем в российский флаг. Это он, да. Причем человек тоже вставал и тоже сдал экзамен по знанию русского языка. В этот раз господин Бастрыкин предложил просто-напросто взять и обложить конторы, которые нанимают этих гастарбайтеров, дополнительным налогом. Чтобы у гастарбайтеров появился выбор, ехать или не ехать в Россию. Потому что, было время, когда, да, они ехали сюда работать. Сейчас зачем? Нет, кто-то работает, кто-то не очень. Также поступили некоторые заявления о том, что вот данные люди получили российский паспорт, и то есть они являются гражданами России. Если они являются гражданами России, то 18 лет стукнуло, добро пожаловать в российскую армию. Служить сейчас всего 1 год надо. И почему нет? И я считаю, что лично я считаю, что служить нужно не только таджикам, узбекам и прочим, но и жителям бывшей Украины, с Донбасса, с Луганска. Потому что если про них всплывает какая-то история, то это история: вот вы смотрите, я 8 лет страдал за русский мир. А мне это не дали, то не дали, а с какой стати тебе что-то кто-то должен давать? Вот лично этот вопрос мне ясен, но не ясно, с какой стати. Получил российский паспорт, все, есть права, есть обязанности. Пришло время, я пошел служить в армию. Кто-то пошел в институт, кто-то прикинулся больным. А что с этим? Почему они не должны? Без разницы. Таджик, узбек, украинец, русский. Если все вот эти намерения привести к жизни, я думаю, многие передумают получать российский паспорт. Как-то оно вот так. Ну да ладно. Фиг с ними, с таджиками. На госуслугах вернули кнопку «Удалить» и разрешили отправлять повестки в армию через этот самый сервис. Это какая-то прямо большая шумиха. Ну хорошо. Госдума приняла, и теперь эти повестки будут считаться врученными лично.
В чем проблема? Лично я в этом никакой проблемы не вижу. Просто кому-то хочется пошуметь, поорать и шумят, орут. Что может измениться от того, что вы пошумели, поорали? Ну, стресс сняли, облегчили, облегчили. Ну или что вы там еще делаете? И все. Законы приняты. Работать начну. Уже, наверное, с осени этого года. Если все успею. И ваши крики, визги уйдут в ночную тишину. Просто, на мой взгляд, нужен какой-то инфоповод, и этот инфоповод создает. Тем временем депутат Госдумы с фамилией Нилов предлагает ввести налог для невоенных на нужды СВО. Во многих странах это используется, в той же самой Украине, военный налог. На время военной операции ввести военный налог. Несколько процентов, 2-3% к налогу на доходы физических лиц. Это что, невозможные какие-то траты и потери? Значит, цепсошная, понятно, вся аудитория, опасаясь принятия такого решения, значит, сейчас опять в очередной раз набросится на меня, значит, с хаем, гиканьем и всяческими такими. Я обращаюсь не к ним, да, не к блогерам диванным, я обращаюсь к мужчинам. Больше всего опасений, да, о том, что будет мобилизация. Под влиянием всего этого, значит, кто-то бежит, кто-то прячется. Поэтому и есть вот какое-то неприятие таких законов, которые мы приняли вчера. Так вот, заплатив 1000-2000 в месяц, вот эта многомиллионная наша армия военнообязанных и просто находящихся в возрасте, там, скажем, до 40-50 лет мужчин, решит, я считаю, серьезнейшие проблемы. Если честно, данного персонажа я бы просто-напросто совсем не слушал, по той простой причине, что он уже не первый раз нарисовывается с подобными заявлениями. В прошлый раз он предложил приравнять зарплату депутата Государственной Думы к обычной средней зарплате по России. И все. Вы слышали, чтобы зарплату депутатам Государственной Думы понизили? Я нет. Наверное, потому что ее не понизили. А данный персонаж просто хочет, чтобы про него поговорили. Вот он заявил, причем, как он заявил, он обращается не к цепсошным, не к украинцам, которые будут его ругать, а к мужчинам. Ну, выходит то, что я работаю на Украину. Потому что, на мой взгляд, данное заявление данного депутата прям на самом-самом краю стоит. Потому что мы все видели выступление министра обороны господина Шойгу, который заявил, что российская армия ни в чем не нуждается и никакие сборы проводить не нужно. А здесь целый депутат, целой Государственной Думы говорит, что вот, да, вся страна по 1000, по 2 будет скидываться на нужды специальной войсковой операции. Значит, кто-то врет, либо министр обороны врет, либо депутат Государственной Думы дискредитирует вооруженные силы Российской Федерации. Ну, а скорее всего, народные массы просто-напросто взяли и забыли, что существует такой депутат Нилов. И нужно было про себя напомнить. И данный персонаж про себя напомнил. Ну, а тем временем вопросы
закончились. Закончились? Закончились. И переходим к киносериальной части. Так, в киносериальной части сегодня будет одно отечественное кино и один импортный сериал. Начнем с кино. Как тебя зовут? Роман. Существует особый укус, на который вампир способен раз в жизни. Ты подходишь. Голосовое сообщение. Ты не похож на людей и должен об этом помнить. У меня нету даже чувства, что это я. Ты вампир, мир принадлежит тебе. Важно, что ты после этого сделаешь. Я мог все, но ни к чему не стремился. Именно поэтому ничего не желал знать. Было вообще непонятно, как можно чего-то хотеть. Кроме того, чтобы остаться здесь навсегда. Я стала вампиром. Очень хочется на тебя посмотреть. Какой ты? Не смотри на нее, не разговаривай с ней. Дураку ясно, что подходить к ней не стоит. Выбрав тебя, я пошла против всех. Ты думала, что будет с нами дальше? Ну что, Рама, не нравится быть вампиром? Нравится? Когда нравится, по-другому живут. Что мне теперь? Жить как паразит? Когда тебе надо определиться, кто ты. Зачем вы мне это все говорите? Подумайте, путь назад еще открыт. Ты пришел сюда сам. Это суть вампира. Это продолжение фильма «Поколение Пи» от того же режиссера. С той лишь небольшой разницей. «Поколение Пи» нам рассказывало о том, как стать главным халдеем. А здесь как стать главным вампиром, то есть следующей ступенькой над халдеем. «Поколение Пи» очень хорошее кино, на мой взгляд. Посмотрел вот «Вампир В», скачал и посмотрел заново «Поколение Пи». Владимир Епифанцев отлично сыграл Павелена Татарского. Неплохо Пелевин придумал текст той самой книги. Правда, они немного отличаются от того, что делают кино. Общее движение вроде как бы тоже, но немножко не то. Книгу читать интересней, но в наше время проще потратить пару часов, чем потратить пару недель. Как-то так.
Но вернемся к вампирам Б. Молодой человек видит на асфальте нарисованное мелом объявление с приглашением войти в элиту, поднимается по стрелкам в квартиру, теряет сознание, просыпается, привязанный к шведской лесенке, где человек в железной маске. Его спрашивают, почему он не вар. Потом немножко туда-сюда, и он становится вампиром. Обучение, тусовки, прогулки, знакомства. И после всего этого он становится главным вампиром. На мой взгляд, вот если сравнивать с книгой, упущено как-то, ну вот начало. Начало развивается, потом должно идти повествование, а потом только конец. А здесь начало и конец. Да, фильм длинный, но чего-то не хватает. Как-то оно вот так. Стоит смотреть. Посмотрите, если вы поклонник Пелевина. Если нет, лучше не стоит. Скорее всего, немножко не поймете. Как-то оно вот так. Но лично мне кино понравилось. Не так сильно, как «Поколение Пи», но в целом неплохой кино. Правда, мне почему-то понравился шум, который сделали с выходом этого фильма. Гинзбург заявил то, что мы качаем на торрентах, не полная версия фильма. Полный будет на несколько минут длиннее, будут несколько сцен дополнительных вставлено. Но если мы зайдем на любой сайт, который готов показать нам это кино, мы увидим, что продолжительность фильма на торрентах и продолжительность фильма на этом самом сайте одинаковая. То есть, если правильно понять Гинзбурга, мы из этой торрент-версии вырежем пару сцен и вставим туда другие пару сцен. Или просто я вам скажу, что будет фильм чуточку длиннее, и вы еще потом сходите в кино и еще заплатите деньги. И тут же возникает следующая кучка людей, которые говорят, что это кино никогда не покажут нам в кино по той простой причине, что там играет роль иностранный агент Оксимирон. А как так? Иностранный агент будут показывать. А что трудно сделать какую-нибудь всплывающее окошечко, когда титры пойдут, будет вот всплывет имя Оксимирона, и снизу галочка, звездочка, является иностранным агентом. Например. И опять же, здесь Оксимирон не выдает свое творчество, он играет роль. А если он играет роль, то вполне возможно, что данное всплывающее окошко и не понадобится. И лично я не вижу никакой причины, чтобы это кино не показывать на экранах каких-нибудь кинотеатров. Онлайн, офлайн, еще где-нибудь. Лично я этими сервисами не пользуюсь по той простой причине, что я предпочитаю скачать кино, скачать сериал, посмотреть его без какой-либо рекламы, без каких-либо вставок у себя дома на компьютере, валяясь на кровати или сидя, например, как сейчас, на стуле.
как-то оно вот так. Но потихоньку-полегоньку подходим к второму уже сериалу. Сериал импортный. Расследование провала операции «Меч Одина» все еще продолжается. Неудачная миссия привела к гибели 12 морских котиков. Капитан-лейтенант Джеймс Рис, могли бы вы обрисовать детали вашей миссии? Они знали, что мы придем. Согласно аудиозаписям, у вас отключились 4 микрофона. Почему? Все произошло совсем не так. Ты в порядке? Да, я в порядке. Головные боли, паранойя, спутанность памяти. Папа? Мы справимся с этим, хорошо? Расскажешь мне, в чем дело? Кто-то скормил нам ложную информацию. Это была подстава. Если я прав, нам нужно разобраться с этим. Мне нужны имена. Если есть связь с вами и вашими людьми, я найду ее. Ответы или кровь? Кровь. Где Джеймс Рис? Правда ли, что ваш беглец морской котик? Прямо сейчас за тобой следит куча людей. Лучше затаись. У меня сейчас 12 человек летят домой в гробах. Огонь! Это личное. О, ты тоже хочешь ввязаться? Теперь это твоя схватка. В этом мире есть зло, которого ты даже представить себе не можешь. Джеймс. Возьми Люси и уходите из дома сейчас же. Я не собираюсь повторять снова. Держись подальше от моего списка. Список смертников озвучено для канала в рейтинге. Если коротко по сюжету, то группа спецназа морских котиков отправляется в Сирию, чтобы захватить какого-то там сирийца. Берут в помощники проводника сирийского военного, заходят в пещерах попадают в засаду, натыкаются на минное поле. Из группы морских котиков в живых остается 2. Потом один из этих 2 якобы кончает жизнь самоубийством. Причем через 2 дня после его самоубийства он сидит спокойно, выпивает со своим начальником в баре. Начальник получает контузию, сотрясение мозга и близок к тому, что типа все, крышу сорвало, галлюцинации, с головой беда, все такое прочее. Дают прослушать записи с микрофонов, где они там болтают. Кстати, розыгрыш закончен, победителей, как обычно, у нас нету. Поэтому отключаю эту штуку. Он хорошо помнит, что панику начал сириец, но ему его же собственный голос говорит то, что нет, панику начал какой-то там морпед. Ложится в клинику, чтобы его проверили. И в это время на него совершается нападение.
Ну, морпех, он и в Африке морпех, отбирает пистолет, одного застрелил, другой убежал, и он пистолет начинает рассматривать, это его пистолет, который он закрыл у себя дома в сейф. Бежит прыгать в машину, вызывает полицию домой, дома находит убитую жену и дочь. Это первая серия. После этого этот персонаж, этот морской котик, начнет вести собственное расследование, убегать от своих, от чужих и потихоньку обстреливать, взрывать тех, кто, по его мнению, виноват в сложившейся ситуации, кто подставил его команду. Здесь тоже интересный вопрос по поводу... Сериал сняли в прошлом году. Русский перевод почти сразу появился. Сериал интересный, но автор, не автор сериала, а автор книги, по которому сняли этот сериал, уже, наверное, 6-ю или 7-ю часть про этого морского котика пишет. Здесь это расследовал, там то расследовал. И этот морской котик, ну, что-то вроде Джека Ричера. Тоже такого знаменитого героя. И в этот раз стриминговые сервисы заявили, что да, вполне возможно, мы будем делать продолжение этого сериала, то есть автор пишет, и мы будем дальше снимать по этому сериалу, по этим книгам к сериалу. Не знаю, если честно, будут или не будут. Но если снимут, то будем надеяться, что следующие части будут не сильно хуже первых. Хотя первый сезон вполне себе интересно смотреть. Вполне себе смотрительный. Ну, в общем и целом, рекомендую посмотреть, если еще не смотрели. Ну, а с сериалами и фильмами покончено, распаковки нету. И поэтому потихоньку, полегоньку переходим к концу, тем более уже время почти 50 минут прошло. Сегодня у нас что? 14-я пятница. Понедельник, вторник. Увидимся на следующей неделе. И если ничего не пришлете, то я опять пропущу очередной выпуск. Как-то оно вот так. Всем пока. Как отправлять сообщения, я думаю, вы все помните. Увидимся на следующей неделе.